Друзья, хочу от души посоветовать вам новый канал страшных историй Альбина Нури. Свои уникальные, по-настоящему жуткие рассказы читает писатель, автор 25 книг в жанре мистики и ужасов, изданных в ведущих издательствах России. Советую подписаться на канал Альбины Нури. Это действительно интересно и страшно. Лично я очень впечатлен. Ссылка на канал будет в описании и закрепленном комментарии. Хозяин дома. По роду своей деятельности объездили мы с моей группой уйму интересных и жутких мест. Но, как ни удивительно, все самое интересное находило нас не в старинных заброшенных домах и даже не в древних катакомбах, а в самых обычных населенных пунктах и деревнях. Вот решила поведать вам один случай, произошедший с нами, как раз в одной из таких рабочих поездок. Шел третий день нашего путешествия, все порядком подустали. 3 дня в тесной машине для 5 человек – это настоящее испытание на выдержку. Решили сделать привал в небольшой захолустной деревеньке. Пока проезжали на нашем 4-колесном монстре по сельской улочке, не заметили ни одного прохожего. Вокруг только обветшалые мазанки да запущенные неухоженные огороды. Спустя некоторое время нам все же посчастливилось встретить первую жительницу этого забытого богом Сайлент-Хилла. Древняя сгорбленная старушка мирно сидела на лавочке возле покосившегося забора и приветливо нам улыбалась. После недолгого разговора бабуля предложила остановиться нашей группе у нее во 2-м доме, мол, дом нежилой, раньше сын жил, а теперь пустует. Место, конечно, не курорт, но провести еще одну ночь в машине на трассе нам тоже не импонировало. Решено было остаться. Выяснилось, что в деревне этой всего-то человек 20 стариков осталось. Молодежь по городам за лучшей жизнью разбрелась, а старики доживали свой век как могли. Магазин, ближайший в километрах 10 находился. Доехать к нему по размытой сельской дороге не представлялось возможным, из чего следовало, что ужинать нам тоже не грозит. Когда хозяйка провела нас в наши номера, все были немного шокированы. В нежилом, по словам старушки, доме была абсолютная чистота, даже пыль я не заметила. Было очень по-домашнему уютно, но немного гнетуще. Без ужина добрая хозяйка нас тоже не оставила и принесла нам поесть, чем была богата. Уходя от нас, предупредила, чтобы особо ночью по участку не ходили, а то мало ли, собаки дикие или еще что, и чтоб кроме нее никому ночью дверь не открывали. Нас такая просьба удивила, но значения особого никто не придал. Уже устроившись на ночлег, у половины группы возник жизненно важный вопрос туалета. В доме санузла не было, так что были сделаны выводы, что искать будем на улице. Я с подругой осталась в доме, а наши мужчины отправились в экспедицию. Но не прошло и 5 минут, как наши орлы с матюками забежали в дом и начали закрывать на все засовы двери. На вопрос, что произошло, ответили, что на них из сада мужик с топором выбежал. Ну, поверить в это было сложно, и мы решили, что нас просто мужики развести хотят. Внезапно наш разговор прервал стук в дверь. Я подошла и, не открывая, спросила, кто, на что последовал такой ответ. «Открывайте, твари! Я хозяин дома! А какого хрена вы тут делаете? И если сейчас не выйдете, то вам всем капздец полный!» Вспомнив слова хозяйки, что открывать нельзя, остались в доме. Гость спать нам так и не дал. Всю ночь ходил и стучался в окна, ломал дверь и поливал нас матюками. Потом начал рубить дверь, видимо, тем самым топором, с каким напал на ребят. Но все иногда устают, и наш гость, видимо, выдохся за ночь, доводя нас до истерики. Только прекратились стуки, как раздался голос хозяйки с просьбой ей открыть. Так как нервы у нас уже достаточно расшатались, то ей пришлось долго нас уговаривать. Когда все же дверь открыли, бабка, как ни в чем не бывало, пожелала нам доброго утра и пригласила к себе на завтрак.
Тогда был первый случай в моей жизни, когда я орала на пожилого человека. Зачем она нас поселила в этот дом, когда тут хозяин есть, да еще и на всю голову шизанутый? Старушка весьма удивилась, ведь ее сын умер 7 лет назад. Несчастный случай при заготовке дров. Раскроил себе череп топором, и с тех пор в доме кроме нее никто не бывал. Свалили мы из этой деревни по-быстрому и никогда в нее не возвращались. Но до сих пор мучаюсь одним вопросом, что произошло той ночью. Кто тогда нам угрожал? И был ли это живой человек? Дом у озера. Как-то из уст своей матери я услышал неутешительно страшную, но в то же время занимательную интригующую историю из детства. Историю, которая, казалось бы, распахивает скрипучую дверь в неизведанное. Не каждый год в начале июня температура достигает 27 градусов в тени, густыми комьями плавится асфальт под ногами, а беспощадно ежедневно палящее солнце успевает наскучить. В такую раскаленную погоду хочется оставить позади все свои срочные дела на пару с невыносимо душным городом и выехать на природу, где можно окунуться в прохладное прозрачное озеро. Спасибо Соне, между прочим, моя лучшая подруга не дала сгореть в адском пламени. За 20 миль от нашего гнусного и пыльного городишки стоит уже немолодой шахтерский поселок. Впрочем, с виду он давно походит на обычную деревушку. Главной его достопримечательностью является довольно-таки большое светлое озеро, единственное в округе на добрых 30 миль, может и больше. 70-летний дед Сони, бывший шахтер, без каких-либо возражений согласился на день-другой взять к себе в гости внучку с подругой. Дело не заставило себя долго ждать, и поздним вечером мы уже стояли у входа в деревню. На горизонте виднелось еле дышащее солнце, выжимая свои последние кроваво-розовые лучи на хаотично разбросанные облака. «Идешь?» – крикнула Соня, стоявшая уже в 20 шагах от меня и еще не налюбовавшаяся романтичным зрелищем. Ее длинные черные волосы миловидно развивались на ветру, пропуская через себя слабые солнечные искры. Около 3 минут мы шли по старой песчаной дороге, минуя заброшенные дома, большинство которых заросло плющом. Вход в шахту представлял собой слегка неровную полуокружность, сверху донизу заколоченную полумертвыми гнилыми досками. «Добро пожаловать!» Соня указала на двухэтажный деревянный дом, стоявший прямо на берегу озера, над которым повисла светло-серая мгла, так что разглядеть противоположный берег было весьма проблематично. Атмосферное место. Всего лишь в 2 домах можно было увидеть рвущийся из окон наружу блекло-желтый свет. Дед, несмотря на немалый возраст, был подвижен и общителен, но его память, изрезанная ржавыми иглами, зачастую подводила. Словно безжизненной ветвью давно иссохшего дерева, омертвело бессочной рукой, он указал в конец мрачного и неулыбчивого коридора, где пустовали 2 противоположно стоящие комнаты. Я вошла в ту, что слева, и в страхе, застывшая на долю секунды, попятилась назад. Десятки прохладных и пустых взглядов впились мне в глаза с неутешительным желанием вызвать потоки рвоты. Голенофобия, боязнь взгляда куклы, явление редкое, но провоцируемые ее предметы встречаются несколько чаще. Я разложила свои вещи в комнате напротив и вышла на улицу. Наблюдая за зеркальной еле подвижной гладью озера, мы сидели на скамье около часа и общались при свете луны. Со слезами на глазах дед рассказал трогательную историю про своего верного пса, полуразрушенная будка которого до сих пор прозябает в пустоте и заброшенности недалеко от крыльца. Меня потрясла его яркая и крепкая любовь к своему 4-лапому другу. Долгих 14 лет он находился рядом с ним. Даже после смерти жены пес не давал ему угаснуть в глубокой депрессии. В последний раз дед видел его убегающего вглубь шахты.
Никто в тот день не мог предвидеть обвала. Тот день стал последним, как для шахты, так и для любимого пса, чьи останки, должно быть, находятся глубоко под землей. Это случилось полгода назад. С тех пор он плохо спит, ночные кошмары мучают его, а бессонницы не дают покоя. И в смерти своего друга почему-то все время винит себя самого. Было уже поздно, я развернулась и пошла спать. Сон такой странный и необычный. Я лежала на берегу озера, окутанного густым туманом, а вокруг сидели они, эти куклы с тошнотворно открытыми ртами. Пес смирно сидел рядом, наверное, поэтому мне не было страшно, но вскоре он ушел, а я осталась одна с куклами. От мысли, что пес никогда не вернется, сердце застучало так сильно, что его непрерывное эхо накрыло всю сонную деревню, а куклы продолжали жрать меня своими омерзительными взглядами и неразборчиво шептали что-то. Давящий страх заставил колотиться сердце так, что неестественный стук превратился в скребучий шорох. Шорох, невыносимый шорох, именно он меня и разбудил. Я шла по темному коридору с надеждой найти источник звука, а намертво прибитые портреты на стенах провожали меня черно-белыми пыльными взглядами. При слабом лунном свете их лица казались жутко страшными и перекошенными. Шорох усилился, но его источник так и не определила, как будто весь дом им пропитан. Дойдя до лестницы, ведущей на второй этаж, я услышала тихий неразборчивый шепот, такой же был и во сне. Я поднялась наверх и приоткрыла дверь в комнату деда. Тот, неестественно скрючившись, лежал на полу и разводил руками по воздуху. Шепот перешел в негромкое бормотание. Я испугалась, побежала вниз в комнате Сони и трижды стукнула. Она вышла, и мы поспешили наверх. Дед уже бился в конвульсиях и выкрикивал неразборчивые слова, а шорох становился все громче и громче. Он умер. Глаза и рот так и остались широко открытыми, вырисовывая чудовищную картину. Оцепеневшая от шока и дикого страха, я выбежала на улицу. Шорох стал намного громче. Мой взгляд упал на старую потрепанную будку. Там сидела облезлая костлявая немецкая овчарка. Ее ободранный хвост непрерывно бился о заднюю стенку будки, которая примыкала к дому, издавая глуховатый шорох. Собака медленно подняла на меня кроваво-красные глаза. Ее перекошенная челюсть была наполовину разорвана, а запекшаяся кровь вперемешку с грязью не оставляла на морде ни одного живого места. Увидев меня, она еле слышно проскулила и, прихрамывая, пошла в сторону шахты. Моя марийская бабушка. Бабушка моей бабушки, то есть моя прапрабабушка, была в своей деревне местной знахаркой. К слову, прапрабабушка, как и прабабушка и бабушка и мой папа марийцы. Марийцы, к слову, народ очень интересный с культурной точки зрения. Сейчас их называют последними язычниками Европы, потому что до сих пор среди них распространены поклонения различным природным богам и присутствуют свои особенные религиозные ритуалы, находящиеся на грани какой-то мистики и колдовства. Сама я неоднократно была очевидцем разных интересных обрядов, а слышала о них еще больше. Происходило все это на Урале, где родилась и я. Рассказ буду вести от лица моей бабушки Гали, внучки той самой бабушки-знахарки. В деревне к моей бабушке часто ходили соседи, кто зачем. У кого что потерялось, просили помочь найти. У кого скотина дома заболела, полечить. А кто сам заболел, то приходили лечиться. Она много чего умела и, видно, хотела мне это передать. Все говорила мне, чтоб я за ней записывала все, что она говорит. Но я тогда слишком маленькая была и ничего не понимала. Да и неинтересно мне все это было. Только когда выросла, поняла, что потеряла, но кое-чего все равно смогла от нее перенять.
Поэтому и твоего отца, и тебя всегда могла вылечить, если что случалось. Так вот, произошло это как-то летом. Шли мы, как водится, все деревни на покос. И вот видит моя бабушка, что идет сосед, некогда сильный видный мужчина, плетется как старик, уставший и бессильный. Бабушка подошла к нему и спрашивает, мол, Степан, что с тобой случилось? А он ей отвечает, что ему поставили какой-то страшный диагноз некоторое время назад. Он теперь сохнет как старик и сделать ничего с этим не может. Силы его покидают, лечение не помогает. Одним словом, ходить ему осталось не очень долго по этой земле. Бабушка осмотрела его и сказала ему приходить к ней на следующий день после покоса и принести с собой мешок соли. Так и порешили. Пришел к ней Степан, как и сказала ему бабушка, с мешком соли. Наговаривала она на этот мешок что-то долго. Потом сказала ему, чтобы он все время из этого мешка соль добавлял любую еду, которую собирается съесть. А когда закончится мешок, приходить еще. Так ходил Степан к моей бабушке много лет. Я уже взрослая девчонка стала, потом вышла замуж, уехала с мужем из деревни в соседний город, работать на завод. И тут известие, бабушка умерла. Я, конечно, приехала помогать заниматься всеми хлопотами, связанными с таким печальным событием, и встретила в деревне Степана. Во взгляде его читалась невыносимая тоска. Он спросил меня, умею ли я делать то, что умела бабушка, и могу ли я помогать ему так же, как помогала она. Было стыдно признать, но я не могла ничем ему помочь. Степан почти плакал. Он чувствовал, что когда остатки соли кончатся, придет конец. Так, к сожалению, и случилось. А я после того случая все-таки стала интересоваться немного тем, что делала бабушка. Кое-что и она записала и оставила для меня, но узнала я об этом уже после смерти Степана. Проклятие Зары. В деревне жизнь кипит, едва заходит рассвет. Кто-то в поле, кто-то на ферму, кто-то по дому хлопочет. И Аникеевка, развитое село в глубинке Сибири, ничем не отличалось. Люди из деревни не убегали в город. Даже молодежь, отучившись, как по сговору возвращалась домой и тут находила себе работу. Все было отлично, пока в деревне не поселилась девушка лет 25 с малышом. Кто она и откуда, никто не знал, да и не хотели знать. Ну, приехала, пусть живет. По первости Заре помогали все соседки. Кто дитя посмотрит, кто корову поможет пригнать да доить научит. Но с течением времени приметили мужики, что Зара чурается мужчин, а девка из себя ладная, достатная. Всякие к ней подкатывали, но девушка лишь гневно сверкала черными глазами и прогоняла ухажеров. В деревне ничего не утаишь. В семьях начались разлады из-за чужачки, хотя многие видели, что Зара ничем не провоцирует. Даже в магазин ходит либо рано утром, либо уже совсем поздно. Но женщины народ злобный порой. И вот одна из женщин обозлилась, что муж ее сравнивает с девушкой. Конечно, ей в минус. Пришла как-то к Заре, мол, пирожков испекла, угостись. Зара как раз по дому крутилась и с удовольствием скушала свежий пирожок, да и сынишка с наслаждением причмокивал сладкое угощение. К вечеру их обоих увезла скорая, но как ни старались врачи, спасти малыша Зара не сумели. Смертельную дозу отравы принял где-то ребенок. Все внутренности выгорели у маленького мальчика, как будто кислоты выпил. Домой Зара вернулась через несколько дней, а на похоронах сына ни слезинки. Лишь на поминках собрала всех и сказала: «Ухожу я от вас, но и вы, злобные люди, жить не будете, за грех одной все ответите». Пока все соображали, растворилась Зара в ночи. Но с того дня на деревню обрушились беды, одна другой хуже. То мор нападает, то дети у крестьянок болеть стали,
то мужики резко запили. Дальше больше. Через неделю внезапно дети стали умирать, причем все как один, не старше 3 годков. В деревне крики не прекращались, матери боялись за детей, но ни один врач не понимал и ставил диагноз один – внезапная смерть. К концу месяца село стало походить на мертвый склеп. Все понимали уже, откуда напасти, а виновница, отравившая малыша и девушку, молчала до поры и лишь случайно проговорилась, что, дескать, жаль, что мальчонка много съел, мол, для Зары предназначалась. В ту же ночь жители подперли ее дом и сожгли дотла всю семью. Сейчас тут одни покосившиеся домики и заброшенные сараи, но сюда и по сей день спустя более 20 лет никто не заходит. Поговаривали, что после пожара видели Зару. Да так ли это, кто знает.